14 лет назад, в 2007 году, от зарекомендовавших себя ребят из Black Box фанаты серии Need for Speed получили очередную часть любимой гоночной франшизы. В очередной раз студия выпустила аркаду, но с одним «но». Данная аркада была посвящена не просто уличным гонкам, а гоночным фестивалям, всеми силами стараясь завлечь игроков в мир легального рейсинга. С одной стороны, реализовать дух массового гоночного ивента авторам удалось, но с другой, игра имела немало шероховатостей. Несмотря на это, Pro Street нельзя назвать провалившимся экспериментом, но и 100% успешным его не назовешь. Кому-то она понравилась, став любимой в серии, а кто-то отвернулся от нее спустя час игры. Я веду к тому, что все касается данной игры, это дело вкуса, и нельзя быть 100% правым, поэтому каждый решает сам, играть или нет. Например, лично я люблю раз в пару лет зайти в Pro Street, чтобы надрать задницу Рё Ватанабе, да и не только ему. Вообще система с королями увлекала и заставляла проходить игру до самого конца, чтобы стать королем королей, поэтому в данном ролике я предлагаю поговорить о судьбе данных персонажей. Заранее хочу предупредить, что какой-то развернутой официальной информации нет, и определенная часть из того, что вы услышите далее, основана на фанатских теориях, хоть и правдоподобных, но все же теориях, поэтому что-то из этого может быть и вовсе не каноничным. Итак, приступаем. Сюжет Pro Street вращается вокруг некоего новичка по имени Райан Купер, типичной серой лошадки, подающей надежды. Купер является примером талантливого гонщика, который со своими амбициями смог попасть с улицы в мир легальных соревнований. Так, понемногу, с течением времени, Райан начал ставить все больше и больше различных рекордов на разнообразных трассах. Таким образом, ему постепенно начали поступать вызовы от так называемых королей различных гоночных дисциплин. Приветствуйте, вот они все слева направо. Аки Кимура пытается защитить честь и мастерство в дрифте, Рэй Кригер в гонках типа грип, Кэрол Монро – королева дрэга, а Нейт Денвер отстаивает свое право на корону в типе гонок скорость. И над всеми ними стоит король финалов Рё Ватанабе, лучший во всех стилях. К большому сожалению для королей, Райан Купер побеждает их всех, становится самым почитаемым гонщиком, так называемым королем стрита. Со временем Куперу надоедает вся эта фестивальная суета, ему захотелось острых ощущений, и он ушел в мир уличных гонок. Ты можешь быть самым быстрым, самым лучшим, но рано или поздно тебя все равно настигнет рука правосудия, что и случилось с нашим героем. Все это мы можем видеть в отсылках в андеркавере. Got his ID here. Surname Cooper, first name Ryan. You run check for priors? I don't know, something not right about this guy. Судьба Купера туманна, но мы знаем хоть что-то. А что же насчет самих королей? Что с ними стало? Как развернулась их история? Чтобы ответить на данный вопрос, нам придется обратиться к помощи версии Need for Speed Shift для PlayStation Portable. Сюжет данной версии, если это вообще можно назвать сюжетом, разворачивается после Pro Street. Есть множество аргументов в пользу того, почему ее по праву можно назвать полноценным продолжением стрита. Называть я их вам, конечно же, не буду, потому что об этом мы поговорим в отдельном ролике про все версии, над которым я сейчас работаю. Сейчас вам надо просто уяснить факт того, что Shift на PSP это эдакий Pro Street 2. Во-первых, в портативном шифте боссов также называют королями, но главное, зовут их так же, как и в Pro Street. Не всех, но все-таки многих. Да, Купер их всех одолел, но кто сказал, что после поражения заканчивается карьера? Эти уже бывшие короли по-прежнему остаются одними из самых лучших в своем деле. На сей раз королей у нас 10, но они теперь не возглавляют свои определенные дисциплины. Поэтому данный список лучших королей по своей структуре больше напоминает список из Most Wanted. Так же, как и там, здесь у каждого есть определенный набор гонок, которые нужно выиграть, чтобы добраться до них. Итак, под номером 9 расположилась бывшая королева дрэга по имени Кэрол Монро. После того, как Купер забрал у нее корону, Кэрол решила не зацикливаться на одной дисциплине и начала пробовать себя в других направлениях. Здесь состязаться с ней придется в того и дрифт-схватки. Интересно то, что она по-прежнему выступает за команду Road Speed. Однако со своей любимой американской лошадкой она пересела на S2000. Если вдруг кому-то интересно, как она выглядит, видеоролик с ней к вашим услугам. По всей видимости, Кэрол неплохо катается и после событий стрита. Следующий на очереди Рэй Кригер, который после поражения не стал изменять своим принципам и остался верен своей дисциплине. Поэтому соревноваться с ним придется в дуэльной гонке 1 на 1. При этом потребуется побить его время круга на его же автомобиле.
В данной игре Рэя пересадили на Acura NSX. По всей видимости, ошибка прошлого не дала его команде Grip Runners альтернативного выбора, поэтому они попросили Кригера уйти, и теперь его главным спонсором является Нитроцит. Именно эти ребята были организаторами скоростных гонок в Pro Street. Помимо этого, они также спонсировали Нейта Данвера. Однако, спонсоры тут немного поменялись. При этом самое интересное, что теперь благодаря портативной версии шифта мы тоже знаем, как выглядит бывший король гриппа. Раз мы заговорили о Нейте, за него переживать не стоит, он тоже тут присутствует. Данвер взял себе новенький Dodge Viper, а его спонсорами стали Grip Enemy, которые в свое время занимались организацией гонок, в которых участвовал Рэй Кригер. Можно сказать, что по забавному стечению обстоятельств Нейт и Данвер поменялись местами, может кто-то из разработчиков их просто перепутал. Тип гонок, в которых придется сражаться с Нейтом, такой же, как и у Рэя, дуэль и рекорд круга. В конце Pro Street нам ясно дают понять, что Apex Glide изгнал Арию Ватанабе из команды, но наш свергнутый король не отчаялся, подружился Super Promotion и на накопленные средства смог приобрести себе Koenigsegg SSX, с помощью которого на своем примере доказал, что поражение это не конец и можно снова завоевать очередной верх. Таким образом, Рё является самым сильным королем в игре Need for Speed Shift на PlayStation Portable. Как вы могли догадаться, в ходе просмотра данного ролика большинство команд и спонсоров перекочевали из стрита в портативный шифт. А особенно внимательные из вас, я надеюсь, заметили, что я ни слова не сказал об Аки Кимуре. О данной персоне мы поговорим отдельно, от всех остальных, ибо его в данной версии просто нет. Присутствуют лишь его спонсоры в лице Noise Bomb, которые в Pro Street также являются спонсорами и организаторами уикендов. Судя по разным геймплейным трейлерам и роликам, можно сделать вывод, что Аки Кимура был последним, кого придумали разработчики, ибо по тем же геймплейным отрывкам с E3 видно, что RX-7 Кимуры участвовала и в дрэге, и в скоростных гонках, и в грип-соревнованиях. Можно предположить, что набравшись опыта, Кимура понял, что его место в дрифте. Он нашел своих последователей, вместе с которыми организовал команду Touch Union. Кимура отличается от других королей тем, что его целью является именно процесс дрифта. Он ставил рекорд и шел дальше. Однако после того, как Купер его победил, Аки не стал продолжать гоняться дальше. Взял своих ребят и реорганизовал группу Touch Union. После этого Аки по договоренности с ребятами из Noise Bomb взял их фирменные цвета, название и девиз и начал колесить по свету, покоряя самые сложные дрифт-испытания, устанавливая рекорды один за другим. Так продолжалось до тех пор, пока извилистый путь не привел его в город под названием Фортуна Вэлли, где он встретил гонщика по имени Шон МакАлистер, который стал вторым после Райана Купера, кому удалось одолеть Кимуру. Аки уступает свою корону Маку, а также предлагает ему место в Noise Bomb. Однако Шон отказывается и просит лишь одного – помощи, когда она ему понадобится. Аки держит свое слово и помогает Шону и его команде в крестовом походе против мафиозного клана, захватившего город. Кстати говоря, Кимура не единственный после Pro Street, кто покинул мир легальных гонок. По всей видимости, Нейту Денверу тоже не особо понравилось участвовать под крылом Grip Enemy, и он ушел искать свое счастье в мир стритрейсинга. И по всей видимости, ему удалось это сделать, поскольку его также можно заметить среди участников бандитской гонки, в которой он выступал наравне с вышеупомянутым Шоном и Аки Кимурой. Вместе с ними, кстати, выступает и тот самый Райан Купер. Ну что же, пришла пора подвести итог. Три короля из стрита остались также в легальном спорте, чтобы вернуть былую славу. А вот Аки Кимура и Нейт Денвер покинули гоночные соревнования и ушли в мир стритрейсинга. Аки шел своим путем, абсолютно таким же, как и в стрите, устанавливая новые рекорды один за другим, и благодаря этому смог вернуть титул короля дрифта. Правда, на некоторое время и уже на уличных гонках, но все же. А вот судьба Нейта, к сожалению, закончилась печальнее. После победы Купера он не смог долго остаться в мире легальных гонок и стал грозой среди уличных гонщиков, однако в бандитской гонке ему не удалось хоть как-то напомнить о своих былых достижениях. Что ж, а на этом все, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Что вы думаете о судьбе королей? Может, я что-то упустил или перепутал? Напиши в комментариях свои домыслы, будет интересно почитать. Ссылки на мои соцсети находятся в описании. Всем спасибо, всем удачи и пока!